Hi there, I'm Victoria from eRussian, and in this lesson we're gonna talk about Гавайи. Остров Мауи. Совет номер 1. Как только Летите в аэропорт и арендуете машину, посмотрите западную часть острова. Но предупреждаю, дорога опасная, ехать нужно медленно. Но это того стоит. Гавайи. Друзья, я на пляже на Гавайях. Очень красивый пляж. Пальмы. Гостиница наша находится в Лахайне. Вот только посмотрите, какой прекрасный вид на Тихий океан. Вид настолько прекрасный, что не хочется покидать номер. Столик на двоих, волны, пальмы. Все, что нужно для незабываемого отдыха. Вечером можно полюбоваться закатом, заказать коктейль или вкуснейшую пиццу. Как приятно встречать волшебный рассвет. А на завтрак пробовать местный банановый хлеб. Очень мягкий и сладкий. Ради такого вида стоит проснуться пораньше. Совет номер 2. Обязательно посетите восточную часть острова. Дорога на Ханну. Это невероятные тропические красоты. Дорога имеет приблизительно 600 поворотов. Местами очень узкая. Мышь джунглей предстает во всей своей красе. Я много путешествовала, но признаюсь вам, эта дорога впечатлила меня больше всего. Но вот если бы Александр Сергеевич Пушкин отведал эти края, пришлось бы нам на уроках литературы в 2 раза больше книг читать. Вы любите бананы? И я их обожаю. А вот здесь они растут прямо на деревьях. А вот что растет так высоко на дереве? Видите? Давайте угадаем какой-то фрукт. 1, 2, 3. Да, это папайя. А вот и кокосы. Молодые кокосы. Всю эту поездку я мечтала попробовать свежий кокос. Мечта сбылась. Вот случайный прохожий оказался продавцом кокосов и продал нам кокос за $5. Вот здесь просто тропический рай. Посмотрите, как он умело открывает кокос. Вот и дал мне попробовать самую лучшую часть кокоса. Это был самый лучший завтрак в моей жизни. Кокосы с дерева, бананы с дерева. А бананы у них настолько маленькие и сладкие. Совсем другой вкус. После этого мы продолжили наш путь. Наш новый друг показал нам, где можно попробовать вкусную курицу с видом на океан. Купить освежающие напитки или купить рыбу у местных жителей. Самую свежую. Ребята, ну вот вам кокосы. Рукой подать. Насколько разнообразная растительность. Ну а сейчас мой самый любимый момент этого путешествия. Пляж Хамоа. Хочется добавить, что на Гавайях очень тепло и днем, и ночью. Поэтому купаться рано утром или поздно вечером – настоящее удовольствие. Хамоа пляж заслуживает 5 звезд. Чистый песок, прозрачная вода, есть место под деревом, можно спрятаться в тени. Нет толп туристов и богатейшая природа. Сегодня суббота, 9 утра, волны небольшие. Ах, как хочется остаться здесь весь день, но нужно еще много чего посетить. Следующей незабываемой остановкой стал водопад.
Друзья, 7 утра. Я уже на пляже. Вон какой красивый пляж. Называется пляж Канапали на острове Мауи. Вон красота какая. Люди постепенно просыпаются. Этот пляж находится недалеко от нашей гостиницы. Поэтому мы часто здесь купались. Интересно было посетить местный рынок. Вот цены на бананы, на манго. Совет номер 3. Обязательно попробуйте мороженое. Shave Ice. Это колотый лед, покрытый фруктовым сиропом. Пожалуйста, ждите здесь. Кокосовая начинка самая вкусная. Вот мороженое и пляж. А вот теперь пришло время посмотреть на самый большой пляж на острове. Вы готовы? И он является одним из самых лучших пляжей на Мауи. Друзья, я направляюсь к самому лучшему пляжу на острове Мауи. Хотя предупреждаю, что для детей немного опасно. Волны очень сильные, сливаются в одном месте, так что... Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра. Течение может быть сильным. Вот написано, видите? Strong current. Обязательно посетите это кафе. Очень вкусная рыба. Тунец. Фиш-такос с манго. Огурчики. Картошка фри, рыба. Ну что, перекусили и на прогулку. Вот такие маленькие магазины. Рыба плавает. И вот прям написано здесь: не кормите рыбу, она на особой диете. Ах, как манит запах кофе. Кофе-бобы. Вот на этом дереве растут кофе-бобы. Ну, а если вы не наелись, предлагаю вам курицу на выбор. Мой следующий совет. Стоит прогуляться по набережной Лахайни. Почему? Вот-вот, именно поэтому. Посмотрите на это дерево. Вы, наверное, подумали, что это много разных деревьев, правда? Нет-нет, это одно огромное дерево. Очень необычное дерево. Очень необычное.
На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь со своими друзьями. Спасибо и до скорых встреч!